Подводный мир Сулани таит множество загадок. Те, кто когда-то спускался на глубину, не могли не проникнуться чарующей и умиротворяющей атмосферой подводного пространства. Одной из тайн островов, разумеется, является миф о древнем сокровище под названием «Сердце Сулани», созданном графиней из Вранбурга из слез русалок. Оно потеряно на дне океана в одной из многочисленных пещер, и никто до сегодняшнего дня так и не смог его отыскать. Быть может, оно не существует вовсе, а история об этом загадочном сокровище действительно всего лишь миф. Суланьские пляжи и дикие берега такие же умиротворяющие, как и сам подводный мир. Однако недавно рыбаки стали жаловаться на частые пропажи улова, пойманного в сети. Кто-то пустил слух, что в окрестностях появился некий зверь, поедающий всю рыбу. Кто-то даже сказал, что это самое страшное чудище, которое только доводилось видеть. Слухи разнились, но все однозначно сходились в том, что этот опасный хищник поселился в пещере у подножия вулкана Муа-Пелам. Будьте бдительны и осторожны, и не ходите по берегу в одиночку, чтобы не попасть в беду. После бала у семейства Макана Вивьен и Чак вернулись домой. Вивьен до поздней ночи сидела на берегу и думала о том, как ей отыскать ожерелье под названием «Сердце Сулани». Но вот почему она постоянно попадает в какие-то происшествия? Глава семейства Макана оказался хитер. Он прекрасно знал, что отыскать сокровище в водах Сулани – затея опасная и заранее обреченная на провал. Но Вивьен обещала своей новой знакомой, русалке Лейлане, помочь, поэтому отступать нельзя. Вдруг Вивьен услышала плеск воды, и прямо перед ней из воды вынырнула Лейлана, которая однозначно ждала хороших новостей. Вивьен рассказала ей все как есть. О том, что глава семейства Макана согласится на союз его сына с Лейланой, но лишь при условии, если Вивьен принесет ему легендарное сердце Сулани, которое он разыскивает уже очень давно. Лейлана расстроилась. Она сама не знала точно, где именно на дне океана находится то самое сокровище. По легендам, крушение корабля графини из Вранбурга произошло недалеко от вулкана Муа-Пелам. Но отец настрого запретил ей посещать воды этого района и грозился запереть ее в темнице, если она ослушается. Но если это ожерелье действительно существует, то Вивьен до него не добраться. Воды района Муа-Пелам настолько глубоки и пестрят подводными пещерами, что ни один человек не сможет туда доплыть, даже если он запасется самым хорошим снаряжением и аквалангом. Но внезапно ей в голову пришла совершенно безумная идея. Вивьен сама может стать русалкой. Для этого ей всего лишь надо съесть русалочьи водоросли, которые даруют ей хвост и жабры. У Лейланы таких водорослей полным-полно. И тогда у Вивьен будет шанс добраться до сокровища или хотя бы заняться его поисками под водой. Поразмыслив, Вивьен вспомнила, как однажды сражалась с Йети в снежных горах Камареби, как боролась с вампирами в древней гробнице и охотниками за редкостями в джунглях Сильвадорадо. Каждое ее подобное приключение было спонтанным, неожиданным. Поэтому она подумала, почему бы и нет? И вот так, снова спонтанно, Вивьен ввязалась в очередную авантюру и, вкусив предложенных Лейланой водорослей, превратилась в русалку. Только так у нее действительно будет шанс посетить глубины океана и попробовать отыскать легендарное сокровище. Эх, чего только не сделаешь ради любви, не так ли? Всем большой привет! Привет! Вы на канале Не Без Разницы, с вами Стас и Лёша. Мы продолжаем приключения Вивьен Диор, которая прибыла на остров Сулани, чтобы найти легендарное сокровище сердца Сулани. И напомним, что в прошлой серии ей удалось узнать, что это сокровище в виде ожерелья было создано вранбургской графиней Клаудией Морт, чтобы поразить гостей на очередном балу. При жизни графиня была известна своими злодеяниями и больше всего на свете любила украшения. Поэтому, как и было сказано, чтобы поразить своих гостей, она сделала ожерелье из слез русалок и назвала его «Сердце Сулани». А когда сама посетила Суланьские острова, ее корабль потерпел крушение. Была ли это случайность или месть русалок, неизвестно. Известно лишь, что сердце Сулани утонуло вместе с графиней, которая превратилась в злобного морского духа. И, кстати, друзья, предлагаем вам запомнить
это имя. Морт. Клаудия Морт, обратите на него внимание. Не будем, конечно, раскрывать каких-то всех подробностей раньше времени, но скажем, что, возможно, на нашем канале что-то новенькое, интересное может появиться, где вы сможете услышать это имя. Ну так вот, древний суланский род Макана давно разыскивает это сокровище, и тут им подвернулась Вивьен Диор, которая просто по доброте душевной решила помочь несчастной русалочке воссоединиться со своим возлюбленным. А ее возлюбленным оказался наследник этого рода Макана, юный Занг. Вот только его отец сказал, что согласится на союз своего сына с русалкой, если Вивьен преподнесет ему это самое сердце Сулани. Сейчас у нас наступило утро, и Вивьен уже вовсю испытывает свои новые способности. Да, она стала русалкой. Чего только не происходило с Вивьен, каких только приключений у нее не было. Но вот русалкой она, кстати, еще не была. Да и вообще, мы не раз говорили о том, что русалки на Сулане не очень-то любят показываться людям. А вот Вивьен это совсем не беспокоит. Она, скажем так, без зазрения совести ныряет в воде в образе русалки, и это практически в самом центре Сулани. И готова всем показаться. Ну и вообще, собственно, беспокоилась бы о чем-нибудь Вивьен. А Чак тем временем приглядывает за своей женой, чтобы она не заплыла куда не положено. Итак, задача нам предельно понятна и ясна. Вивьен теперь не нужен акваланг, не нужно никакое снаряжение для погружения в воду. По-моему, отлично. Теперь у нее есть жабры и хвост, и она может проводить под водой неограниченное количество времени. Поэтому сейчас набираемся с ней сил, максимально удовлетворяем все потребности и, конечно, отправляемся в большое-большое подводное путешествие. Да, вот только для начала надо бы узнать, как вообще найти ту самую пещеру, где может находиться сердце Сулани. Ну, посмотрим, как будут развиваться события в этой серии. И, кстати, Вивьен убеждена, что сегодня она удачливее обычного, так что она нацелена на успех своей миссии. Вивьен сказала Чаку, что она настолько воодушевлена изменениями в себе, что готова прямо сейчас отправиться в путь на поиски сердца Сулани. А было ли как-то по-другому когда-то? Но Чак, который всегда мыслил рационально и был этаким противовесом внезапным порывам Вивьен, сказал, что торопиться не стоит. Сокровище, если оно лежит где-то на дне океана, никуда не денется, поэтому к такому рискованному путешествию нужно подготовиться. Вивьен, конечно, держит себя в форме, но перед тем, как отправиться в долгий путь под водой, неплохо было бы повысить свой навык фитнеса и попрактиковаться в плавании. Вивьен только-только стала русалкой. Сможет ли она так же хорошо управляться с хвостом, как и с ногами? Вивьен согласилась, это утверждение не лишено смысла. Поэтому она снова нырнула в воду, чтобы практиковаться в плавании. А что также хорошо развивает навык плавания, как не ныряние на глубину, например, за каким-нибудь сокровищем? Для этих целей Вивьен даже приобрела компас для поиска сокровищ. Пока она плавала под водой в поисках редкостей, успела еще больше развить свою физическую форму. Под водой Вивьен нашла персты Сулани. Тем временем к ней приплыла Лейлана. Наверное, заприметила Вивьен под водой. Вместе они устроили настоящий водный заплыв, своего рода соревнование, которое могло бы помочь Вивьен освоиться в новом амплуа, а Лейлане просто размять плавники. В воде Лейлана чувствовала себя прекрасно и даже свободно. Но вот что удивительно, Вивьен все равно выбилась вперед в этом состязании. Кажется, она уже научилась управлять плавниками и готова была отправиться в самую глубь океана на поиски сердца Сулани. А может быть, вообще оставить Виллоу Крик, перебраться в Сулани и навсегда уплыть в открытый океан к другим русалкам? Ну, красиво плывут. Да, очень хорошо. Давай, Лейлана, вперед, ты сможешь! Почему Лейлана? Интересно. Потому что я пытаюсь ее поддержать, ведь у нее нет шансов. Давай, Вивьен! Лейлана рассказала, что управляться с хвостом не так уж и сложно. Главное поймать подводное течение, и тогда вода сама понесет тебя вперед. А еще она раскрыла Вивьен секрет пения подобно мифологической сирене. В мифологии сирены обладали могущественными голосами, которые даже имели сверхъестественную силу. И в древности русалки своим чарующим пением заманивали моряков в опасные воды. Современные русалки не делают ничего подобного, но способность петь как сирены сохранили. Вивьен быстро освоила и эту технику.
Тем временем, пока Лейлан обучала Вивьен Диор способностям русалки, в их лодочный домик пришел нежданный посетитель. Это был Занг Макано, наследник древнего суланьского рода. Он хотел поблагодарить Вивьен и Чака за то, что они решили помочь. Как и предполагала Вивьен, отец согласился на его брак с Лейланой лишь потому, что знал, никто не сумеет отыскать сердце Сулани на дне океана. Согласившись на поиски ожерелья, Вивьен подвергла себя большому риску. Но он, в свою очередь, тоже может помочь. Занг Макано рассказал, что когда занялся поисками сердца Сулани, он узнал, что в гроте у подножия вулкана находится карта, оставленная там пиратом Сияющим Джо, который сумел установить примерное местонахождение этого сокровища. К сожалению, а может и к счастью, сокровище найти пират не успел, так как русалки утянули его на дно морское. Занг сам отправился в этот грот, чтобы добыть карту, но оказалось, что там поселилось какое-то существо. Об этом он узнал лишь когда добрался до карты и успел ее изучить. Но с собой взять карту не удалось, так как чудовище накинулось на него, и убегая, он обронил карту в подземелье. Он запомнил примерное расположение подводной пещеры, где может находиться сердце Сулани, и поплыл по этому пути на корабле. Но в океане его застал шторм, и корабль потерпел крушение. Дальнейшую историю Чак уже знает. Занга спасла русалка, и он больше всего на свете хотел бы быть с ней вместе. Когда Занг ушел, Чак подумал, что надо бы попробовать проникнуть в грот, чтобы отыскать ту самую карту. С картой Вивьен будет проще добраться до места, где находится сердце Сулани, и тогда ее шансы найти это злосчастное ожерелье возрастут. Уже наступал вечер. Солнце медленно заходило за горизонт, растворяясь в лазурной воде, как большой кусок топленого масла. Снаружи застрекотали сверчки и запели ночные птицы. Чак решил посетить грот утром, когда будет светло. Мрак плотным полотном опустился на Сулани, и Чак вдруг услышал чарующее пение, доносящееся со стороны океана. Что это такое? Он не мог сопротивляться мелодии, и заколдованные ноги сами понесли его к воде. Эта неземная мелодия сразу же вызвала в нем игривое настроение. Чак уж было подумал, что это сирена зовет его куда-то. Удивительно, мелодия настолько цепляющая, что он ничего не смог с собой поделать и пошел на зов. Понятно, почему ни один моряк не смог устоять перед пением русалок. А когда черное небо вспыхнуло мириадами звезд, под покровом ночи влюбленные смогли наконец увидеться. Они разговаривали на берегу, мечтая о том дне, когда вместе смогут уплыть далеко-далеко. А где-то у подножия вулкана чудовище встречало луну тоскливой песней. Острова Сулани засыпали. Рано утром, когда рассвело, Чак проснулся. Он решил действовать тихо, чтобы не разбудить жену. Иначе, узнав о его плане, она могла бы не пустить его в загадочный грот одного. Или еще хуже, сама бросилась бы на поиски карты. Чак позавтракал, а затем написал Вивьен записку о том, что скоро вернется с сюрпризом, который она точно оценит. Он отправился к вулкану Муапилам. Чак не знал, что его может ожидать в гроте, но надеялся, что не столкнется с чудовищем, о котором рассказал Занг Макано. Грот выглядел зловеще. Над ним возвышался вулкан, выпускавший в небо клубы дыма. Вокруг было безлюдно, поэтому никто не придет на помощь, если с Чаком что-то вдруг случится. И о каком чудовище говорил Занг? Переборов страх, Чак начал спускаться вниз, в угрюмую, пугающую темноту. Стены пещеры поросли терновником. Тут пахло сыростью, где-то слышался стук капель воды. У пещеры было два прохода.
Первый вел в зал, заполненный водой. Тут не было ничего, что представляло бы для Чака интерес. А вот во втором зале находилось то, что нужно. Карта, составленная пиратом Сияющим Джо. Именно он установил примерное местонахождение сердца Сулани, потонувшего в океане в районе Муапилам. Чак подошел к карте и только хотел ее взять, как позади послышался какой-то звук. Чак подумал, что прямо сейчас чудище бросится на него, и он никогда больше не вернется к Вивьен. Он настроился драться. Но вдруг грозный монстр тоскливо завыл. А затем сказал, что ему так одиноко здесь, в этом покинутом гроте, и даже не с кем поговорить. А еще он очень голоден. Но несмотря на свой свирепый вид, на обед он предпочитает свежую рыбку. Но как же ему стыдно забирать рыбу из сетей, расставленных жителями Сулани. А Чак, похоже, решил стащить что-то из его убежища. В принципе, они могут договориться. Если Чак принесет ему 3 свежих рыбы, он отдаст ему карту, за которой тот пришел. Чаку стало даже жалко этого зверя, поэтому он согласился ему помочь и наловить рыбы. Тем временем Вивьен в ожидании Чака вновь встретилась с Лейланой, который учил ее нырянием на глубину. Лейлана сказала, что поскольку Вивьен стала русалкой, дыхание задерживать не обязательно. Она с легкостью сможет дышать под водой с помощью жабр и запросто преодолеет любые расстояния в океане. Но Вивьен должна быть осторожной. Помимо злобного духа утонувшей графини, на глубине обитают и другие существа, которых нужно опасаться. Именно поэтому отец не пускает ее в ту часть океана. Даже если с Лейланой ничего не случится, гнев отца ее не пощадит. А Чак пока ловил рыбу для чудовища, поселившегося в гроте. Правда, навык рыбной ловли у Чака совсем не развит, почему-то он никогда этим не занимался. Но вот сейчас самое время его развить. Возможно, этот навык пригодится ему и в дальнейшем, в том числе в путешествиях по Сильвадораде. Да и в Виллоу Крик, в принципе, тоже есть места, где можно половить рыбу. Тем более, пока в Виллоу Крик не приехала семья фермеров, по правилам нашего челленджа, все семьи должны сами обеспечивать себя продуктами. Именно поэтому на каждом жилом участке у нас установлено испытание «Простая жизнь». И вот как раз если Чак разовьет свой навык рыбной ловли, это очень даже хорошо поможет им с Вивьен в жизни. Итак, Чаку нужно поймать 3 рыбы для оборотня. В каждом путешествии у Вивьен и Чака всегда возникают какие-то трудности и препятствия. Но это вдвойне интереснее, и им самим не приходится скучать. А Чаку, кстати, сегодня должна сопутствовать удача. Он убежден, что сегодня он удачливее обычного. Чак сумел поймать корюшку. Итак, это пока 1 рыба, нужно еще 2. Поймана 2-я рыба. Это зубчатолобый морской окунь. О, это достаточно редко. Даже жалко будет ее отдавать. И, наконец, 3-я, золотая экзотическая рыбка. Ну что ж, пора отдать свой улов чудовищу, забрать карту и возвращаться к Вивьен. Чак вновь подошел к гроту и поделился с оборотнем пойманной рыбой. Тот с жадностью съел улов и сказал, что рыба оказалась настолько вкусной, что он с удовольствием отдаст Чаку карту. Может быть, Чак будет почаще к нему заглядывать. Бродить в таком виде по острову опасно, а Чак мог бы иногда ловить ему рыбу. И, кстати, куда ведет эта карта? Не будет ли там среди сокровищ чего-нибудь вкусненького? Дело было сделано, и Чак с чистой совестью и добытым трофеем отправился домой. Когда Чак вернулся из грота, был уже полдень. Они с Вивьен собрались за столом и внимательно изучили карту. Эта карта показывала подводный путь от вулкана Муапилам до пещеры, где могло находиться сердце Сулани. Вивьен придется плыть среди скал, все время опускаясь на глубину и где-то там отыскать вход в нужную пещеру. С картой миссия по поиску артефакта выглядела не такой уж и сложной и запутанной, но все равно требовала осторожности. Ну что ж, пора отправляться в путь. Путешественники прибыли в район Муапилам. Здесь их встретила новая знакомая, русалка Лейлана, и Вивьен вместе с ней поплыла к бую, обозначавшему глубину.
Чак, оставшись на берегу, уже считал мгновения до того момента, когда Вивьен выйдет из суланских вод. С сокровищем или нет, неважно. Главное, чтобы она была целой и невредимой. Лейлана пожелала Вивьен удачи, и та отправилась на поиски сокровища. Подводный мир Сулани был так красив, что захватывало дух. Полуденное солнце так ярко освещало воду, что тут вовсе не было страшно. Напротив, Вивьен чувствовала некое умиротворение. Она заплывала все глубже. В жизни у нее, конечно, было много приключений. Вивьен попадала в различные переделки. То сражалась с йети, то исследовала гробницы и насылала на себя гнев разбуженных вампиров. А однажды и вовсе превратилась в скелет. Но еще ни разу ей не приходилось забираться в опасные глубины океана, тем более будучи русалкой. Пока Вивьен осматривала подводный мир, ее саму тоже кое-кто уже приметил. Вот она, та самая пещера. Вивьен была на правильном пути и сумела приблизиться к пещере, где находилось сердце Сулани, и тем самым разгневала морского духа. Все-таки Лейлана не смогла остаться в стороне, и, несмотря на запрет отца, все равно последовала за Вивьен. И не зря. Она увидела, как Вивьен схватили глубинные существа. Что же делать? Выплыв на поверхность, Лейлана рассказала обо всем Чаку. Вивьен нашла пещеру, но подверглась нападению слуг морского духа. Кажется, Вивьен потерпела поражение. Времени искать подводное снаряжение не было. Поэтому Лейлана пошла на отчаянный шаг и поделилась с Чаком русалочьими водорослями. Только с их помощью он сможет спасти Вивьен. Чак съел русалочьи водоросли, и вдруг... Немедля Чак нырнул в воду. Это было странное ощущение. Волны будто сами несли его вперед. С ногами такой скорости не достичь. Чак поплыл в пучину морскую на поиски своей жены. Он проплывал между скал, где совсем недавно проплывала она, и думал лишь о том, как помочь Вивьен. Что сейчас с ней происходит? Как он вообще отпустил ее одну в это рискованное приключение? А вот уже один из гротов на дне океана. Где-то здесь, в скалах, согласно карте, которую они с Вивьен успели изучить, находилась пещера с сердцем Сулани. И тут он увидел ее. Каким-то непостижимым образом морские чудовища смогли захватить Вивьен. Внутри Чака пожаром разгорелся гнев, и он ринулся в бой.
Пока Чак отвлек этих существ, Вивьен воспользовалась случаем и заплыла в пещеру. В пещере она смогла выбраться на поверхность. Это был темный зал, затопленный водой. Как же тут сказочно! Повсюду росли причудливые растения, которые источали приглушенный свет. От этого света вода необычно искрилась и блестела. Сколько же под водой таких интересных нетронутых мест, где ни разу не ступала нога человека. Вот оно преимущество быть русалкой. Это так интересно иметь возможность посетить подобные места. И здесь, в самом сердце грота, находилось оно. То самое легендарное сокровище, ради которого Вивьен обзавелась хвостом. Это было сердце Сулани. Но внезапно... Графиня, ставшая морским духом, была настроена воинственно и уж было собралась использовать на Вивьен какое-то темное заклинание, но та ее остановила. Вивьен сказала графине: «Ну сколько можно причинять всем страдания? Да и не только другим, а даже самой себе. Неужели ей не надоело сидеть на дне океана вдали от солнечного света и приятного морского бриза, охранять какую-то вещь, которую она, графиня, даже не сможет надеть, чтобы продемонстрировать окружающим? Давно пора достать ожерелье на поверхность и явить его всему миру. Оно настолько красиво и искусно, что должно вызывать лишь возгласы восторга на светских приемах, а не лягушачье кваканье где-то в потерянной пещере. Ведь именно так память о графине будет жить. А самой графине тоже пора выйти из темноты и отправиться куда-нибудь. Например, в свое старое вранбургское поместье, где стать адекватным современным призраком, пугающим жителей ночными завываниями». Графиня не знала, что сказать. Ей нечего было возразить на слова Вивьен. Ведь это правда. Может, действительно пора расстаться с любимым украшением. Пусть оно радует людей на балах, а не пропадает в сыром гроте. Да еще и заржаветь может, а тогда совсем потеряет красоту. И что она в самом деле сидит на дне океана? Как оказалось, смерть – это вовсе не конец, и перед ней открылось много возможностей. Теперь она могла отправиться куда только пожелает, даже, как сказала Вивьен, в свое вранбургское поместье, где вполне можно поселиться в одной из башен и пугать прохожих. С глубоким вдохом графиня согласилась с Вивьен и позволила забрать свое ожерелье. Все-таки его место не здесь, а на самом острове, где оно действительно станет сердцем острова Сулани. Вот так Вивьен сумела добыть реликвию и даже спасти призрака графини от собственного заточения. Жаль, что оставить сокровище себе не удастся, а ведь оно прекрасно смотрелось бы в музее Виллоу Крик. Но Вивьен обещала помочь влюбленным, поэтому пора передать его семье Макана. Да и зачем увозить его с острова? Пусть оно навсегда останется здесь. Ведь это не просто ожерелье, а сокровище, хранящее историю этого места. Это сердце Сулани. Миссия была выполнена. Легендарное сокровище найдено в пучине океана, и Вивьен прибыла в дом семейства Макана не с пустыми руками. Глава семейства настолько поразился, увидев Вивьен, что лишился дара речи. Он считал, что больше никогда ее не встретит, ведь ни одна экспедиция, снаряженная им для поисков ожерелья, не возвратилась назад. Как и договаривались, Вивьен преподнесла ему сердце Сулани, которое он так долго искал. Теперь была его очередь выполнить свою часть договора. Несмотря на вражду с русалками, он обещал, что позволит сыну обрести хвост и жениться на Лейлане. Она ждала своего возлюбленного на берегу. Теперь, наконец, они могли быть вместе и не скрываться в ночной мгле от посторонних глаз. Занг стал русалкой и вместе с Лейланой отправился под воду. А что же Вивьен и Чак? Их путешествие по островам Сулани подошло к концу, но только на данный момент. Им удалось найти на берегах островов 9 русалочьих сокровищ из 18. Это означало, что они еще обязательно вернутся на Сулани. А сейчас их ждали и домашние дела. Надо разобрать все свои найденные сокровища, привести в порядок дом и обустроить музей. Не мешало бы еще навестить Лору. Интересно, как там она поживает в Иннисгрине? Корабль собирался отплывать. Вивьен и Чак воспользовались русалочьими водорослями, чтобы снять с себя чары и снова стать людьми. А затем отметили успешное завершение своей миссии. И вдруг...
Лейлана приплыла попрощаться. Вивьен спустилась вниз. Русалка сказала, что очень благодарна Вивьен за помощь. Она никогда не забудет, с каким теплом так к ней отнеслась. Непонятно, и почему это русалки враждуют с людьми. Ее благодарность не выразить ни словами, ни какими-то материальными ценностями. Но все же Лейлана рассказала, что однажды, когда она заплыла в далекие дикие воды, ей попалась на дне реки любопытная вещица. Это какой-то неизвестный ей тотем. Что с ним делать, она не знала, поэтому просто вешала на него свои украшения из ракушек. Но раз Вивьен много путешествует, может быть, он пригодится ей в странствиях. Еще бы! Ведь это одна из важнейших сельвадорадских реликвий, с помощью которой она сможет освободить дух древней царицы от проклятия. Да, путешествия Вивьен не заканчивались, и теперь, похоже, начиналась новая глава в ее истории. Она думала, что вернувшаяся Сулани займется домашними делами, но, кажется, скоро нужно будет отправляться в Сельвадорадо. Итак, Вивьен и Чак плывут домой, а мы пока прощаемся с вами, друзья. Приключения у наших героев вышли захватывающими. Но отдыхать и расслабляться им некогда, ведь есть еще те, кто нуждается в их помощи. Как вы помните, однажды Вивьен встретила в Сельвадораде дух древней царицы, которая попросила помочь ей избавиться от проклятия. А сделать это можно лишь собрав тотемы 3 божеств – Бедлама, Затота и Балампасы. Один тотем Вивьен нашла сама, он, кстати, находится у нее дома. Второй вот ей подарила Лейлана за помощь, которую Вивьен наказала. Теперь осталось отыскать лишь 3-й тотем, и, кажется, мы знаем, где его найти. Но об этом уже в следующей серии. Спасибо, что были с нами, друзья. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и комментарием. А еще приглашаем вас в наш телеграм-канал, где мы можем с вами пообщаться, и на страничку на Бусти, куда мы дублируем все видео с открытым доступом. И до следующих видео. Всем пока! Пока!